Они улыбались на сцене, сияли перед тысячами поклонников и казались людьми, у которых есть все: любовь фанатов, слава и успех. Но за этими яркими огнями скрывалась другая реальность: одиночество, давление и внутренние раны. Южная Корея подарила миру культуру кей-поп, но вместе с этим мир узнал и о множестве трагедий, которые навсегда изменили индустрию. Почему же в кей-поп так много смертей и почему самые талантливые артисты не выдерживают этой системы? Чтобы понять это, нужно вспомнить истории тех, чьи имена фанаты никогда не забудут. Истории Джанхёна из группы SHINee, Сулли из FX и Го Хары из Кары стали символами боли и несправедливости, которые таит в себе мир, полный блеска и аплодисментов. Джонхин, главный вокалист группы SHINee, родился в 1990 году в Сеуле. Его талант проявился очень рано. Он пел, писал музыку и мечтал стать артистом, который сможет вдохновлять людей. В 2008 году он дебютировал вместе с SHINee под лейблом SM Entertainment, и уже первые песни сделали группу сенсацией. Их хит «Replay» мгновенно поднялся на вершины чартов, а сам Джонхин стал любимцем фанатов за невероятный голос и харизму. С годами он не только выступал в составе SHINee, но и начинал сольную карьеру. Его альбомы, такие как Base и Story of One, показывали более личную и глубокую сторону артиста. Он писал тексты, затрагивающие сложные эмоции, и фанаты чувствовали искренность в его словах. Но вместе с этим он все чаще говорил о давлении и трудностях, с которыми сталкивается каждый айдол. В декабре 2017 года вся Южная Корея и мир кей-поп потрясло известие: Джонхин покончил с собой в возрасте 27 лет. В своем последнем письме он написал, что долго боролся с депрессией, но силы покинули его. «Я сломался внутри», — признался он в этих строках. Для фанатов это стало не просто шоком, а настоящим предупреждением. Даже самые яркие звезды страдают и остаются без поддержки. После его смерти тысячи людей по всему миру собирались на мемориалах, чтобы зажечь свечи, оставить цветы и спеть его песни в знак памяти. История Джанхёна стала одной из самых громких трагедий в мире кей-поп, и она впервые открыто показала, что за улыбками айдолов скрывается реальная боль. Сулли, настоящее имя Чхве Джинри, родилась в 1994 году в городе Пусан. Ее путь в шоу-бизнес начался еще в детстве. Она снималась в детских дорамах и мечтала о большой сцене. В 2005 году юная Джинри переехала в Сеул и поступила в актерскую школу при крупном агентстве SM Entertainment. Уже через несколько лет ее выбрали в состав новой женской группы FX, которая дебютировала в 2009 году. FX быстро стала одной из самых успешных групп Южной Кореи. Песни Лой Чата, Electric Shock и Рум Па Пум Пум принесли им огромную популярность не только на родине, но и за ее пределами. Сулли выделялась своей внешностью, харизмой и ярким образом, благодаря чему ее считали лицом группы. Но вместе с успехом на нее обрушилось и огромное давление: репетиции по 12 часов в день, жесткий график и отсутствие личного пространства. Особенность Сулли заключалась в том, что она не боялась быть собой. Она открыто высказывала свое мнение, часто шла против стандартов кей-поп, не стеснялась публиковать откровенные фото и свободно говорила о личных вещах. Для фанатов это было знаком смелости, но для общества, которое привыкло к идеальным айдолам, ее поведение стало поводом для критики. В социальных сетях на нее ежедневно обрушивались потоки злых комментариев. Ситуация ухудшилась, когда в 2014 году она объявила о временном уходе из FX из-за психологического давления. Несмотря на то, что позже она вернулась к актерской карьере и вела собственное шоу, травля не прекращалась. Каждый ее шаг обсуждался, каждый пост в интернете становился причиной для новых нападок. В октябре 2019 года стало известно о ее смерти. Ей было всего 25 лет. Новость потрясла не только Южную Корею, но и весь мир. Тысячи фанатов со слезами на глазах оставляли цветы у офиса агентства, вспоминали ее искреннюю улыбку и смелость быть собой. Трагедия Сулли вновь подняла в обществе вопрос о травле в интернете и жестокости по отношению к артистам.
История Сулли стала символом борьбы за право оставаться собой в индустрии, где от айдолов требуют идеальности. Она показала, что за смелость приходится платить слишком высокую цену. Гао Хара родилась в 1991 году в городе Кванджу. Ее путь к славе начался в юном возрасте, она мечтала о сцене и уже в школьные годы участвовала в кастингах и конкурсах. В 2008 году она присоединилась к популярной женской группе Кара, которая в то время уже набирала популярность в Корее. Появление Хары стало для коллектива новым витком, ее яркая внешность, энергичность и харизма помогли Кара выйти на новый уровень. Особенно большой успех группа получила в Японии. Кара стала одной из немногих корейских женских групп, которым удалось завоевать японский рынок. Их альбомы продавались сотнями тысяч копий, концерты собирали огромные стадионы, а сама Гао Хара превратилась в настоящую звезду не только дома, но и за границей. Ее называли куклой за нежную внешность и милый образ, но за этим скрывалась огромная работа и колоссальное давление. Личная жизнь Хары оказалась тяжелой. В 2015 году она открыто призналась, что страдает от гастрита и депрессии. Позже начались скандалы, связанные с ее отношениями. В 2018 году она оказалась в центре громкого судебного дела со своим бывшим парнем, который шантажировал ее интимным видео и угрожал разрушить ее карьеру. Этот процесс длился несколько месяцев и стал настоящим стрессом для Хары. Несмотря на то, что суд в итоге встал на ее сторону, последствия скандала сильно подорвали ее психическое здоровье. После ухода Сулли в октябре 2019 года Хара потеряла близкую подругу. Их связывала тесная дружба, они часто поддерживали друг друга. Потеря Сулли стала для нее сильным ударом, о чем она говорила в интервью и социальных сетях. Всего через месяц после смерти Сулли в ноябре того же года Гао Хара была найдена мертвой в своем доме в Сеуле. Ей было 28 лет. Эта трагедия потрясла фанатов и всю индустрию. Две смерти подряд Сулли и Хары вызвали огромный общественный резонанс. Люди начали активно обсуждать не только проблемы давления на айдолов, но и необходимость защиты артистов от травли, а также оказания им психологической помощи. История Гао Хары стала напоминанием о том, что за яркой улыбкой на сцене часто скрывается огромная боль. Ее жизнь и уход еще раз подчеркнули, насколько хрупки даже самые сильные и успешные люди, если они остаются один на один со своими проблемами. Истории Джанхёна, Сулли и Гао Хары разные, но в них есть одна страшная общая черта: за улыбками, блеском сцены и аплодисментами скрывалась глубокая боль. Каждый из них подарил миру свою музыку, энергию и свет, но в ответ получил давление индустрии, осуждение общества и безжалостную травлю. В кей-поп от артистов требуют идеальности, всегда улыбаться, всегда быть примером, не иметь права на ошибки и слабости. Но человек не может все время жить в маске. Джонхин устал бороться с депрессией и признался, что сломался внутри. Сулли пыталась быть собой и за это получила ненависть. Хара боролась за свое имя и честь, но осталась без сил после всех скандалов и потерь. Эти трагедии показали всему миру, что кей-поп — это не только музыка и танцы, это система, в которой человеческая жизнь часто оказывается второстепенной. Фанаты видят улыбки на сцене, но редко замечают слезы за кулисами. Ответ на вопрос, почему в кей-поп так много трагедий, прост и страшен одновременно: потому что в этой индустрии слишком много давления, слишком мало свободы и слишком мало поддержки для артистов. Но самое важное помнить, что Джонхин, Сулли и Хара жили не только трагедиями. Они оставили после себя музыку, смелость и вдохновение. Их истории должны стать напоминанием нам всем: за каждой звездой стоит живой человек, которому нужна любовь, понимание и поддержка. Мы не должны помнить их только по трагедиям, а прежде всего по тому свету, который они подарили этому миру.